Всем привет! Меня зовут Дима, и сегодня я расскажу, как настроить выгрузку лидов из рекламного аккаунта Facebook в виде уведомлений через почту Укрнет. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать новые лиды из Facebook в другие системы. Например, вы сможете отправлять уведомления себе на почту о новых лидах, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Facebook. На этом этапе вам необходимо указать действие. Если вы хотите получать данные по новым лидам, выбираем «Загрузить лиды». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Facebook к сервису Apex Drive. В этом окне вам необходимо указать логин и пароль личного кабинета Facebook. Далее переходим к дополнительным настройкам, для того чтобы настроить доступ к вашим рекламным страницам. В этом окне вы видите список рекламных страниц, к которым у вас есть доступ. Для того чтобы в дальнейшем работать с ними, я рекомендую отметить галочками сразу все. Если у вас появится доступ к новой рекламной странице, вам необходимо будет повторно подключить ваш аккаунт Facebook к сервису Apex Drive, для того чтобы предоставить доступ и к ней. На этом этапе вам необходимо оставить включенными все галочки доступа. Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо выбрать страницу, по которой вы хотите получать новые лиды. Для того чтобы получать лиды сразу по всем рекламным формам, оставляем «Да» подключать все новые и текущие формы. Если вы хотите получать лиды по каким-то конкретным рекламным формам, выбираем «Нет» настроить формы индивидуально и отмечаем галочкой необходимую форму. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из ваших лидов. Если на этом этапе реального лида нет или здесь отображается пример данных, проверьте, есть ли у вас админ доступ на выгрузку лидов из рекламного аккаунта Facebook. Дождитесь реального лида или сгенерируйте его вручную через личный кабинет Facebook. После этого кликните «Загрузить тестовые данные из Facebook» и когда лид появится, кликаем «Далее». На этом настройка источника данных Facebook успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Укрнет. На этом этапе вам необходимо указать действие «Отправить письмо». Теперь необходимо подключить ваш аккаунт Укрнет к сервису Apex Drive. В поле «Email» вам необходимо указать почту Укрнет. Далее необходимо указать пароль. Это должен быть пароль не от личного кабинета Укрнет, а новый, сгенерированный пароль для внешних программ. Для этого переходим в личный кабинет Укрнет. Далее переходим в раздел «Настройки», «Управление IMAP доступом». Далее необходимо включить доступ для внешних программ. Для этого необходимо указать ваш текущий пароль личного кабинета Укрнет. Для начала необходимо придумать название паролю. Например, вы можете указать название системы, из которой планируете получать данные. После того, как новый пароль создан, копируем его и вставляем в соответствующее поле в системе Apex Drive. Когда необходимые поля заполнены, кликаем «Сохранить». Когда подключенный логин отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля для отправки нового письма. В эти поля вы можете назначить переменные из Facebook. Для того чтобы это сделать, кликните в поле и выберите переменную из выпадающего списка. Если в поле «Кому email» вы укажете переменную из Facebook, в котором содержится email клиента, то письмо будет отправляться каждому новому лиду из Facebook. Если вы хотите получать уведомления о новых лидах на свою почту, то в этом поле необходимо вручную прописать ваш электронный адрес. Далее необходимо заполнить поля «Тема» и «Тело письма».
Для того, чтобы перейти на следующую строку, используйте Enter. Когда все необходимые поля заполнены, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите пример данных, которые будут отправляться на вашу почту при каждом новом лиде из Facebook. Если вас что-то не устраивает, кликните «Редактировать» и вернитесь на шаг назад. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Ukrnet». После успешной отправки переходим в Ukrnet и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в сервис Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных Ukrnet успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление и выбрать интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграций и удачи!